Всем привет! В эфире канал «Парни из камня». И вот, наконец, пришла осень. И именно ей, родненько, мы решили посвятить такой интересный выпуск. Как наносить короед. А как сделать подготовку под него, мы вам уже показывали. Так что же можно сказать о нанесении короеда? Принцип нанесения всегда един. А вот структура бывает разных видов. Мы выделяем 4 основных типа рисунков. Первый – это классический вертикальный. Ну а где вертикаль, естественно, есть и горизонталь. Еще бывает совмещают разные виды геометрии и получается примерно так. Ну а если же у вас ничего не выходит, ни вертикаль, ни горизонталь, уж тем более не совмещение, тогда можно короед наносить хаотическими движениями, то есть создавая хаос. Можно слева направо, справа налево, в общем-то не важно. И тоже будет симпатично. Конечно. Ну что, увидели, каким он бывает? А теперь набор инструментов и в бой. Ну что, вот к 99-му выпуску и я наконец созрел, чтобы вам показать свое мастерство. А все потому, что Макс просто не умеет. Ну не умею, да. Учись. Ну что, пора приступать. Смесь мы замешали согласно инструкции, указанной на мешке. Она бывает разная. То есть у нас получилась вот такая вот однородная консистенция. Вот. Полы мы застелили, чтобы их просто не перепачкать. Взяли указанную американку металлическую и шпатель. А теперь наносим. Структура, то есть рисунок, у нас будет вертикальный. Поэтому мы наносим все сверху вниз по вертикали. Не бойтесь, что падает. Слышите, этот звук характерный? То есть мы делаем наздир. Не бойтесь. Видите, остается молоко. Его мы счищаем, но не в ведро, потому что там уже нет камешков. Очень важно соблюдать хорошую скорость, чтобы не пересыхала поверхность. И так вот сверху вниз мы наносим всю стену. Прерываться нельзя. Если вы захотите прерваться, я вам потом покажу способ. Поехали. Ну а теперь, ребята, основное. Когда стеночка начинает потихоньку подсыхать, мы берем в руки пластиковый шпатель и начинаем делать структуру. То есть ведем его так, как мы хотим, чтобы у нас выглядел потом короед. Очень важно, чтобы шпатель просто не прилипал к поверхности. Вот видите, как бы, где лишочки, потом берем, все снимаем лишнее.
Вот так. Видите, здесь у меня прилипает. Ничего страшного. И это место у нас подойдет. Периодически молочко снимаем. Но на стену не наносим, куда-нибудь его кидаем. Видите, стеночка у нас неравномерно получается. Ничего страшного. Делаем все аккуратненько. Не нервничаем. Думаем о приятном. Вы как художник, как Пикассо своего рода. Не забываем о уголках. Вот по такому принципу надо вот этой пластиковой терочкой продрать всю стену. Мы одновременно продираем структуру и затираем поверхность. Вот так вот. Фу, ну вот я тер и вертикальный короед, как говорится, натер. Ничего сложного, в общем-то, нет. Нужна, конечно, практика. Там у вас, я думаю, все должно получиться. И еще один секрет. Если вдруг ваша стена не такая маленькая, а подлиннее, допустим, вам тогда понадобится малярный скотч. Допустим, мы идем, и нам надо рассечься по вертикальной линии. Мы наклеиваем скотч, доходим до него чуть нахлест, и на следующий день его спокойно сдираем. И у нас тогда получится ровная вертикальная линия. И уже от нее мы начнем следующий этап. Вот такие вот дела. Ну что, по-моему, замечательно получилось. Отлично. Еще раз напомним основные моменты, связанные с короедом. Нужна правильная подготовка. То есть подготовили стены, загрунтовали специальной грунтовкой. Стены также, естественно, желательно, чтобы были ровные, иначе у вас получится проплешины, куда структура будет, в общем-то, попадать, но ее нельзя будет продрать. Что еще можно сказать? По поводу высыхания. Да, то есть, если стена большая, обязательно прерывайте при помощи малярного скотча. А еще лучше возьмите напарника, который вам поможет. У нас все-таки стены, да, были маленькие, поэтому, в общем, так и справились. Что, будем прощаться? Ну, на этом, наверное, все, ребят. Делайте своими вот этими руками, и все будет хорошо. Всем пока. Да какая разница? Он мне не родня. Что, осень тебе не родня? Короед. А тебя он родненький. Не, мы говорили, я сказал, а осени родненьким мы решили посвятить наш этот интересный выпуск. Родился в марте. Ну никто не знает. А ты зимой. Ну, какая его родная осень? Брехня. Ну а что можно сказать о нанесении короеда? Не знаю, я не знаю. Я не умею. Да мы вообще, ну сейчас научимся, сейчас все научим. Даже я, кстати, научусь. Ты особенно. Ну что, пора приступать. Пол мы застелили и обклеили малярной лентой. Смесь замесаем.
Ну что, посмотрели, какой он бывает? А теперь виды. Фу, блядь. Ты что, дурак, что ли? Ты что начал лопочешь? Теперь инструмент. Хочешь правды? А знаете, почему сегодня делать буду это я? Потому что Макс рукожопый. Не рукожоп, а просто не умеет. Ну, это практически одно и то же. Подожди. Блин, я же в шапке там. Фу, ребята, ну подустал я немножко. В общем, мы трем ее, пока нам структура, наш рисуночек не понравится. Я устал. Я не знаю, что сказать. Караед. Караед, караед. Лучше отделки для стен нет. Есть.